Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Адлерский район Сочи вчера сильно пострадал от мощного ливня с градом и шквалистого ветра. Улицы, включая ключевую улицу Ленина, превратились в реки, что буквально привело к хаосу на дорогах, пробки, движение по встречной полосе и пешеходы, пробирающиеся через воду. Местами даже образовались импровизированные водопады. Некоторые дороги, включая федеральную трассу Сочи-Адлер, были перекрыты из-за затоплений. В Кудепсте и других районах города также зафиксировано потопление проезжей части. Местные жители сообщают о возникших перебоях с электроснабжением. Напротив центрального района очевидцы наблюдали мощный смерч, сформировавшийся над акваторией. Это вызвало эвакуацию всех посетителей с береговой линии. Ну, что можем сказать по этому поводу? БМВ жалко, но что поделать. Несколько смерчей вчера заметили и в Туапсинском районе. Правда, в официальную сводку попал только один. Он возник в 11 часов 11 минут по местному времени у Туапсе и просуществовал 19 минут. Смерчи, зафиксированные в Сочи и Туапсинском районе, не привели к значительным разрушениям на суше, но представляют угрозу для прибрежных зон. Отметим, что сезон черноморских смерчей начался очень рано. Это первый случай официального наблюдения смерча в этом году. Штормовое предупреждение в регионе сохраняется, пляжи временно закрыты. Нестабильная погода на Черноморском побережье принесла вчера сильные осадки и в Новороссийск. Город столкнулся с сильным ливнем, сопровождавшимся грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-23 метров в секунду. Утром на метеостанции зафиксировали выпадение 30 мм осадков за 17 минут. Это примерно 3 ведра воды на каждый квадратный метр. Такое количество осадков сразу привело к локальным подтоплениям улиц, особенно в низинных районах. Под водой оказались центр, магистральная, портовая, Сакка, Иванцетти, Мира и Сухумское шоссе. В Забайкальском крае, в районе поселка Атамановка, бушуют сильные лесные пожары, охватившие, по данным МЧС, около 2500 гектаров леса. Машинист поезда, проходившего через зону пожара, снял видео, на котором видны горящие дачи местного садового товарищества «Сосновой». Пламя распространяется стремительно из-за жары в регионе до плюс 37 градусов и сильного ветра, значительно осложняющих тушение. А это кадры самого масштабного пожара в Забайкалье. Площадь лесного пожара в Хилокском округе уже достигла 210 тысяч гектаров. Он действует больше недели. Над тушением пламени сейчас работают 600 человек и 80 единиц техники, включая бульдозеры, которые окапывают территорию, чтобы остановить пламя. Лес в этом районе горел и в мае, тогда в Ленево-озере он охватил 300 гектаров. 23 июня на Красноярск обрушился мощный ливень с крупным градом и ураганным ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. По данным СМИ, град размером до 3 сантиметров выпал в Кировском районе, Студгородке и Ветлужанке. На дорогах образовались потоки воды, тротуары покрылись льдом, а пешеходные зоны стали скользкими. Очевидцы в социальных сетях назвали происходящее апокалипсисом. Град повредил автомобили, а сильные порывы ветра сорвали несколько крыш со зданий.
Коммунальные службы задействовали более 100 человек и 15 единиц техники для ликвидации последствий стихии. Несколько дней назад в Приморье паводок оставил без света 14 тысяч жителей 3 округов. Потоками воды в реку смыло опору ЛЭП, обесточив Ольгинский и Лазовский муниципальные округа, а также поселок Авангард в Находкинском городском округе. Для оперативного восстановления энергоснабжения вертолет Ми-8 МЧС России доставил бригаду энергетиков на место обрыва высоковольтной линии электропередач. Сейчас энергоснабжение уже восстановлено. — 23 июня в 18 часов 48 минут по пекинскому времени в городе Цинъюань, в провинции Гуандун, произошло землетрясение магнитуды 4, а по другим данным 4,3, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По информации китайского сейсмологического управления, эпицентр находился в уезде Линчжоу. Толчки ощущались в Гуанчжоу и других близлежащих районах, продолжительность составила около 3-5 секунд. Местное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что жертв и значительных разрушений не зафиксировано. Жители Гуанчжоу ощутили слабые толчки, некоторые из них поспешно покинули здание, но паники не возникло. Двадцатишестилетняя бразильская туристка Джулиана Маринс пропала 21 июня после падения с обрыва на тропе, ведущей к кратеру на активном вулкане Ринджани на острове Ламбок в Индонезии. Инцидент произошел около 6 часов 30 минут по местному времени, когда она в составе группы из 6 человек и гида поднималась к вершине. По данным бразильских властей и семьи, Джулиана отстала из-за усталости, и гид посоветовал ей отдохнуть, продолжив путь с остальными. Вернувшись, гид не обнаружил ее на месте. Спасательные операции начались после экстренного вызова в 14 часов 32 минуты в субботу. Дроны зафиксировали Джулиану живой, но в состоянии шока на скалистом уступе на глубине около 300-500 метров. Видео с дрона, опубликованное бразильскими СМИ, показывает ее сидящей на склоне. Спасательные работы осложняются крутым рельефом, густым туманом и нехваткой подходящего оборудования. Веревки оказались слишком короткими. К понедельнику, 23 июня, спасатели продвинулись лишь на 250 метров, до Джулианы оставалось еще 350. Из-за погодных условий спасательную операцию приостановили. Семья Джулианы выразила возмущение медленным ходом спасения и тем, что тропа Ринджани остается открытой для туристов. Они опровергли сообщение властей о доставке Джулиане еды и воды, утверждая, что она остается без припасов и теплой одежды. Бразильское посольство в Джакарте направило 2 сотрудников для координации с индонезийскими властями, но семья критикует их за недостаточную поддержку. Соцсети сообщают о привлечении 2 опытных альпинистов с профессиональным оборудованием, но успех операции остается под вопросом. Гора Ринджани высотой 3726 метров, вторая по высоте в Индонезии, а она популярна среди туристов, но опасна из-за сложных троп и погодных условий. По состоянию на 23 июня Джулиана так и не была спасена. Греция находится в эпицентре лесных пожаров, охвативших несколько регионов страны, включая Лаконию,
остров Хиос и Крит. В сельскохозяйственном лесном массиве около Каравос-Таси в муниципалитете Манем-Васия вспыхнул крупный лесной пожар, который вышел из-под контроля из-за сильных ветров. Для борьбы с огнем задействованы значительные силы, 72 пожарных, включая 3 наземные группы из 9-й специальной лесной оперативной бригады, 21 пожарная машина, 8 самолетов и 1 вертолет. На острове Хиос лесные пожары бушуют с 22 июня и уже привели к эвакуации 17 населенных пунктов, включая Дафнонас, Верберато, Халкио, Василионик, Груз и Зифьяс. В Дафнонасе раздается звон колоколов, сигнализирующий о срочной эвакуации. Пожары, начавшиеся в 3 районах Кофина, Агия-Анна и Агиас-Макариас в Рандадон, предположительно вызваны поджогом. Для тушения задействовано 190 пожарных, 11 наземных групп, 38 единиц техники, 4 самолета и 13 вертолетов. Также из Афин и Салоник на остров прибыло подкрепление. Огонь уничтожил несколько домов в районе Пафилида и монастырь Агиас-Маркос. Сильный ветер и густой дым осложняют работу, справиться с пламенем пока не удается, и зона эвакуации продолжает увеличиваться. Еще один пожар вспыхнул вчера утром на Крите, в районе Катоаситес муниципалитета Ираклион. К 15 часов 30 минут его удалось локализовать благодаря усилиям пожарных и авиации. Общая ситуация с пожарами в регионе остается сложной, сильный ветер и экстремальная жара способствуют распространению пламени, делая тушение огня чрезвычайно сложным. Сильный ливень в муниципалитете Наукальпан в штате Мехико привел к переполнению плотины Лос-Куартос, что вызвало значительное наводнение в районах Сан-Рафаэль, Чимапа и прилегающих территориях. По данным местных властей, уровень воды достигал 1,5–2 метра. Под водой оказались улицы, дома и автомобили. Характерной особенностью данного наводнения стало образование густой пены, покрывшей улицы, и ее высота порой доходила до метра и более. Причиной образования пены стало загрязнение сточных вод химическими веществами, включая моющие средства и промышленные отходы, вымытые из канализационной системы. МЧС Мексики задействовала спасательные бригады для эвакуации жителей и очистки улиц. Местные власти призвали жителей избегать контакта с пеной из-за возможной токсичности, так как она может содержать вредные вещества. В районе Сан-Рафаэль было эвакуировано около 50 семей. Точные цифры пострадавших и масштаб разрушений пока уточняются. «23 июня сильный ливень вызвал масштабное наводнение в городе Сурат в индийском штате Гуджарат. По данным Метеорологической службы Индии, за несколько часов выпало до 184 мм осадков, а в районе Катаграм зафиксировано и вовсе 200 мм. В результате улицы, дома и общественные пространства в низинных районах города оказались затоплены, на дорогах возник транспортный коллапс. В 5 административных районах Сурата, включая Палсану, Чороси и Умарпаду, за утро было зафиксировано более 25 мм осадков. В качестве предосторожности сегодня закрыты все школы. Метеорологическая служба Индии выпустила оранжевый уровень предупреждения для Сурата, Валсада, Джамнагара и Джунагадха, а также желтый для Ахмадабада, Раджкота и Гандинагара, указывая на продолжение сильных дождей. Национальная служба реагирования на стихийные бедствия и местные власти в пострадавших районах проводят спасательные операции.
किसने करा? Второй за месяц выброс нефтепродуктов произошел на Енисее в Казачинском районе Красноярского края во время подготовки к подъему судна, затонувшего в начале июня. Напомним, тогда теплоход, буксирующий 2 баржи, ударился о пороги, произошла расцепка барж и судна. У теплохода был поврежден топливный бак, судно оказалось частично подтоплено. Вылилось 30 тонн дизельного топлива. Со вчерашнего вечера спасатели ставят боновые заграждения и обрабатывают акваторию жидким и сухим сорбентом, чтобы сдержать распространение нефтяного пятна. Объем выброса пока неизвестен. Жителям прибрежных населенных пунктов района рекомендуется пока воздержаться от использования воды из Енисея для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, а также ограничить выпас скота и водопой животных. 23 июня сильный шторм накрыл город Андорра-ла-Велия, столицу Андорры. Непогода сопровождалась ливнем и градом, вызвав масштабное наводнение на улицах. Метеорологи сообщают, что за 15 минут выпало около 50 мм осадков, что эквивалентно месячной норме для региона. Уровень воды на отдельных улицах достигал более полуметра, что привело к пробкам на дорогах. В отдельных районах города непогода привела к временным перебоям с электроснабжением. Жителям города через систему оповещения были направлены предупреждения, рекомендующие оставаться в помещениях и не использовать личный транспорт без необходимости. — 22 июня в Клей-Тауншип, в штате Мичиган, недалеко от Детройта, вертолет Еврокаптер EC-130 перевернулся на бок во время попытки приземления в поле рядом с рестораном на Дайк-Роуд в округе Сент-Клэр. На борту находились 4 взрослых человека, все из Канады. После аварии произошла небольшая утечка топлива, батареи и подача топлива были оперативно отключены. Все 4 пассажиров получили незначительные травмы. Местные власти и очевидцы отметили, что инцидент произошел вблизи оживленного ресторана, примерно в 60 метрах от людей, находившихся на улице. Причина аварии пока неизвестна, предварительно указывается ошибка в управлении во время посадки. — 22 июня в Кейп-Жирардо, в штате Миссури, из-за экстремальной жары, вызванной волной тепла, произошло вздутие дорожного покрытия на Саймерс-Драйв, в результате чего автомобиль подлетел в воздух. Местные власти сообщили, что в городе из-за жары вздулись 2 дороги. Причиной стало расширение бетона и асфальта под воздействием высоких температур и влажности, это и привело к разрыву покрытия. Такие инциденты трудно предсказать, но жара увеличивает их вероятность. — 22 и 23 июня северная часть Гуансиджуанского автономного района Китая, включая районы Хэчи и Лючжоу, подверглась сильным ливням, которые привели к масштабным наводнениям. По данным метеорологических служб, за последние 5 дней в регионе выпало около 1034 мм осадков, что значительно превышает средние показатели для сезона дождей. В Хэчи и Лючжоу зафиксированы рекордные уровни осадков с ежедневными значениями, достигающими 200-300 мм в некоторых районах. Реки, включая притоки Чжуцзян, вышли из берегов, затопив улицы, дома и сельскохозяйственные угодья. В Хэчи подтоплены низинные районы, включая жилые кварталы и дороги, это также привело к транспортному коллапсу. В Лючжоу сообщается о затоплении инфраструктуры и перебоях с электроснабжением.
По предварительным данным, эвакуированы тысячи жителей. В регионе введен желтый уровень опасности с возможным повышением до оранжевого из-за прогноза продолжения дождей до 25 июня. Жители призывают избегать зону рек и воздерживаться от поездок. — 22 июня у берегов Брейдентона, в штате Флорида, были замечены 2 водяных смерча, сформировавшихся над водами залива Тампа в районе устья реки Манати. По данным Национальной метеорологической службы США, вихри не вышли на сушу. Они сформировались в условиях нестабильной погоды, связанной с кучевыми облаками и теплыми водами залива. Атлантическое побережье Флориды, особенно район залива Тампа, считается одним из самых активных мест в мире для формирования водяных смерчей, где ежегодно фиксируются сотни таких явлений.